Привет, друзья! Сегодня замечательная задачка из Канады. Дана трапеция АБЦД. В ней проведены диагонали АС и БД и некоторый отрезок ЦК, который параллелен стороне АБ. И, соответственно, углы равны. Я запишу даже это. ЦК параллельно АБ. И оказалось, что площади зеленого треугольника БМЦ и красного ЦНД равны 3,8. Нужно найти площадь всей трапеции. Но что мы знаем про Канаду? Кленовый сироп, хоккей, национальный вид спорта, и учится там 12 лет до 18 аж. Поэтому на рисунке у нас все правильно, хотя какая там математика с такими рисунками. Итак, я хочу пару слов сказать школьникам. Недавно один школьник написал, уже не школьник, а студент, что я смотрел ваши ролики и сдал профильный ЕГЭ на 96 баллов. Благодаря вам. Большое спасибо. А вот еще один школьник, скорее всего, он написал вчера, сколько роликов этого автора посмотрел, очень плохо объясняет. Ну, насчет очень я не согласен. Ну, плохо, плохо бывает, это да. Это да. И этот молодой человек, скорее всего, школьник, потому что у него там небольшой канал, там выложены ролики про музыку, про природу. То есть серьезный молодой человек, он хочет, наверное, постичь геометрию. Но дело в том, что каждый автор вещает на какую-то определенную категорию. У нас задачки есть и попроще, они там на профильном уровне в плейлистах находятся. Но есть олимпиадные. Олимпиадную задачку так просто на раз-два за 2 минутки, чтобы всем было понятно, даже тем, кто не знает теоремы Виета, очень сложно. Поверь мне. Поэтому выход один. Выход один – нужно найти того блогера, того автора, который подходит, который хорошо объясняет. А вдруг вы плохо слушаете, вам не хватает мастерства, уровня подготовки, и вы, конечно, многое не понимаете. Можно делать стоп и пытаться разобраться. Можно читать письменные решения, если они прикреплены в закрепленном комментарии. Кстати, вчерашний ролик с тяжелой задачей я решил письменно и прикрепил 2 решения в закрепленном комментарии. Можно их посмотреть. Ну и либо писать вопросы в комментариях, вам ответят обязательно, там все всегда все отвечают. Вот это комментарий был к этому ролику, вы можете сами ответить этому автору комментария, если хотите, а можете мне написать, что вы думаете по этому поводу. То есть нужно медленнее или быстрее, на каком фоне, уровень детализации, нужно ли записывать решение. Ну вот рядом с комментариями, буквально вот сверху и снизу этого автора звучит красиво, спасибо, задача понравилась, спасибо за видео, какой интересный подход. Но ведь красота же, черт побери. И даже зарубежные зрители пишут брависсимо, великолепно, ставят лайки и поднимают большой палец. Поэтому получается, что дело как бы в совпадении зрителя и автора. Кто-то пойдет на фильм Тарантино и скажет, ну, задумка неплохая, но режиссура ужасная, фильм ужасен, много крови, какие-то тетеньки бегают с мечами, друг друга дубасят по голове, ничего не понятно. Тогда вам нужно попробовать посмотреть Вуди Аллена, там все сидят в комнатках, разговаривают, все вроде бы понятно. То есть одному нравится арбуз, другому свиной хрящик, а я желаю молодому человеку удачи, и мы приступаем к нашим непонятным объяснениям нашей великолепной задачи. Ну, вот видите, я пишу условия немножко, чтобы для тех, кто забывает, что дано. Дана трапеция, ЦК параллельно АБ, и площадь зеленого 3, красного 8, треугольничков, и нужно найти площадь всей трапеции. Я напомню теоремки, которые нам понадобятся, которые как раз в том ролике, что сегодня вот я там упомянул и прозвучали. Если у нас есть 2 треугольника, вот левый и правый, и у них общая высота, вот она h, то их площади относятся как основание А1 и А2. То есть S1 относится к S2, как А1 к А2. Очень полезная, очень зачетная такая теоремка свойства О1, 2. Теоремка 2 касается четырехугольника, где проведены диагональки. Получается так называемое диагональное разбиение. Вот при этом диагональном разбиении произведения противоположных площадей равны. S1 умножить на S3 равно S2 на S4 доказывается при помощи теоремки 1. Ну, теоремка 3 касается трапеции. А, Б, С, Д у нас трапеция. При диагональном разбиении получается 4 треугольника. Верхний и нижний подобны.
Левый и правый равновелики. То есть не равны, а равны по площади. S1 всегда у любой трапеции равно S3. И поскольку это все-таки выпуклый четырехугольник, то S1 умножить на S3 равно S2 умножить на S4. Но поскольку S3 равно S1, мы получаем S1 в квадрате равно S2 на S4. Откуда симпатичнейшая формула S1 равно корень S2 умножить на S4. Если кто-то теперь пристанет к вам и скажет, площадь верхнего равна 2, площадь нижнего равна 8, найди площадь трапеции. Ты скажешь, S1 это корень, из 2 умножить на 8, 16 равно 4. Значит, S1 4, S3 4, вместе 8, верх и низ 10, 2, 17. Ты устно решишь эту, вообще говоря, непростую задачку, если смотришь канал Казакова. Но это так, бахвальство. А мы приступаем к решению нашей задачи. Я отмечу, что АБЦК параллелограмм. Ну что же тут непонятного? БЦ параллельно АД как основание трапеции, ЦК параллельно АБ по условию. Значит, АБЦК параллелограмм. Хорошо. А что параллелограммы? Ну, противоположные стороны равны. Только и знаю. Вот это равно этому. А теперь метод Ландау, который решит мою задачу. Ландау. А что за метод? Нобелевский лауреат. Да, просто тупо смотреть, пока не увидишь решение. Нужно увидеть два равновеликих треугольника. Видите их? БЦД и АЦК. Треугольник БЦД по площади равен площади треугольника АЦК. АЦК. Сейчас их выделю. Вот этот длинненький равен по площади. Не сам равен, а только по площади. АЦК. Почему? Основания БЦ и АК равны у них. Ну, все видят. А что с высотами? Давайте посмотрим. Высота АК, проведенная у треугольника АЦК из вершинки С. Бабах. На продолжение АК. Есть такая история. А для второго треугольника из вершинки D на продолжении основания BC. Так высоты равны, как расстояние между параллельными. Вот это H, это H. А площадь находится половина произведения А основания на высоту, половина произведения основания на высоту. Основания равны, высоты равны, площади равны, треугольники равновеликие. Ого, ничего себе, убираю. Чтобы не мешало, и это уберу, и это уберу, и это уберу. Все, у нас записано. Треугольники равновеликие. Обозначу площадь вот эту x. Треугольник МЦН входит в состав одного треугольника и второго, то есть он общий. Его площадь общая. Тогда 3 плюс 8, 11 плюс x – это площадь одного треугольника БЦД. Тогда и второго АЦК должна быть 11 плюс x. Но это треугольник X. Значит, площадь четырехугольника АМНК равна 3 плюс 8, 11. Хо-хо! Здорово! Классно! Ну, кое-что уже нашли, правильно? А вот что дальше? Ну, дальше. Дальше я вижу снова трапецию АБЦД. МЦД площадь X плюс 8. Тогда АБМ X плюс 8. Хотя это следовало и из параллелограмма. Посмотрите, S1 равно S3. Правильно? Поэтому x плюс 8 – это CMD, x плюс 8 – BMA. Ну, хорошо. А дальше что? Ну, дальше для простоты я все-таки сделаю дополнительное построение и скажу сразу, это самое трудное в геометрии. Дополнительное построение. Что, куда проводить, непонятно. Но здесь, в общем-то, выбор небольшой. Либо МК, либо АН. Давайте я проведу АН. АН. Зачем? Почему? А я вот получаю снова трапецию АБЦН. Я даже запишу, что АБЦН трапеция. Но раз трапеция с основаниями АБ и СН, они параллельны. АН и БЦ боковые. А площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам трапеции, при диагональном разбиении равны. Тогда площадь АМН 3.
Хотя кажется, что вроде бы нейтринон длинный и равен по площади зеленому. А теперь, ну а теперь автомат Калашникова. Х умножить на х плюс 8, 3 на 3. Х умножить на х плюс 8 равно 3 на 3. Великолепная вещь. Квадратная. Минус 9 равно нулю. Дискриминантом или виетой? Мы виетом. Минус 9. Единица. Вот это наша площадь, которая х. Я сотру. Напишу, это единица. А х плюс 8. 1 плюс 8. Это уже 9. Уже легче. Практически все нашли. Посмотрите. Посмотрите, практически все нашли. Даже уберу эту штуку. Тут можно действовать дальше очень-очень по-разному. Но я хочу еще раз использовать этот лайфхак, чтобы вы его запомнили. Обозначу площадь треугольника КНД всего Y. Теперь внимание, внимание. Смотрим на всю трапецию АБЦД. АБЦД. В этой трапеции произведение площади БМЦ, тройка, умножить на площадь АМД, 11 плюс Y, 3 на 11 плюс Y, равно произведению площади БМА, 9, ну, на СМД, которая 9. Вот и все. Ребята, вы сделали это. Здесь будет 3. 27 минус 11, 16. 16y равно. Стираю. Можете подсчитывать. Ответ 48. Итак, S, A, B, C, D. S, A, B, C, D всей трапеции равна. Ну, как тут лучше посчитать? Давайте параллелограммом посчитаем. Это 3 плюс 9, 12, умноженное на 2. 2 на 3 плюс 9. 3 плюс 9. Так, 12. Плюс 16 и плюс 8. Ну вот, получается 24, 16, 48. А ответ 48, и задачка решена. Присылайте свои решения. Вариантов, вообще говоря, очень-очень-очень много. Ну и напишите, как бы вы хотели видеть наши ролики. Быстрее, медленнее, детализированно, на каком фоне, устраивает ли звук. Это все важно. У нас совместная команда получается. Действительно, ребята, мы совместно делаем одно большое общее дело. Я в этом твердо уверен, иначе бы я этим не занимался. Все, пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Домашнего не даю. Давайте решение. Смотрите 2000 наших замечательных роликов. Пока.